Вітаю, сябры! Пришло время бороться с ложью и дезинформацией. Псевдороликов по скоростному ХЛ, активно пропагандируемых на русскоговорящих ресурсах. Поскольку, прежде всего из-за санкций, русское население не имеет доступ к большому складу европейских серверов с информацией, а не говоря уже о... Несколько лет назад были выпущены мои разоблачения по проекту 2041, что вызвало бомбежку у людей, которые ищут денежную выгоду с этих проектов. В частности, читерскую лавочку SourceRuns. И они объединенными усилиями пытались оклеветать эти видео, но поскольку они неграмотные, довольно невежды, поэтому их ложь опирается на малую игровую осведомленность большого количества людей. Посему я решил объединить из своих многочасовых стримов и других видео более краткую версию с подробными фактами. Итак, топ-5 фактов. Поехали. Игра была пройдена за 20 минут 41 секунду на 200 или 250 FPS. Это ложь. Бесконечность FPS это отчетливо видно программой VivoFrench. Это единственное, на что эта программа способна. Потому что, как выяснилось рядом тестов, она вообще не определяет наличие читов в демках. А ведь ей все пользуются. А также в резких и неправильных рывках игрока мы видим изменения хост фреймрейта, а значит скорости и механики игры, так как на низких значениях вы получаете огромные тысячи FPS и замедленную скорость игры, при которой не составляет труда делать сложные элементы. Это схоже с изменением host time scal, что является просто читом. Скорее всего, использовался специальный TAS-мод для этого. Номер 2. Использование спидхака. Доказано недавно мной, где-то год назад. Дело в том, что в этой демке видно изменение команды Max Speed. В сочетании с командой Max Velocity мы получаем недействительную скорость бега. Очевидно, эта команда использовалась частенько. Она хорошо видна во главе On the Rail. Примечательно то, что если вы меняете значение до загрузки карты, определить ее в игре программы уже невозможно. В этом моменте человек просто отключил ее Fast Game. А ведь она у него на бинде. Запалив свой обман, также мы видим 0 хп на оригинальной демке, но об этом позже. Номер 3. Не пройден Zen. Я об этом уже миллион раз говорил. Использование читов, выдаваемое за Fast Fire. Fast Fire — это сложный элемент, позволяющий сделать несколько выстрелов вместо одного. Для этого нужно использовать Fast Save и Fast Load в момент смены оружия, который делает один человек, подчеркиваю, а не 10, так как это же позиция игрока, и она не должна меняться существенно. Сие действие выдавалось за Fastfire, но на деле мы этого не видим. Мы видим разные положения модели игрока во время выстрела, что говорит о банальном монтаже с разрывом элемента, который просто не выполнен. Вы не можете находиться то на разном расстоянии от выстрела в промежутке 0,0001 секунды, то есть 1 десятитысячная. Скорее всего, модель игрока была поставлена при помощи BXT мода и команды BXT Change Position, что является читом. Скорее всего, эта команда использовалась очень часто и в других забегах. Факт номер 4. Многие элементы не пройдены, например, Change Level Daily. Вот об этом я говорил уже раз 500, наверное. Просто использованы триггеры для загрузки другого игрока, как мы это и видим. Очевидно, в нужных элементах просто идет загрузка другого игрока с псевдопозицией.
С использованием предыдущей команды, что я говорил ранее, если у вас достаточно опыта и вы будете знать, что если скорость начального прыжка не меняется после загрузки карты, если вы не задели ничего, будь то земля, то ваша скорость не изменится. Также банально от высоких FPS, и которые видны программами просмотра демок, вы, скорее всего, застрянете в текстуре. Кстати говоря, конфликт может быть и от скриптов с использованием команды +move. Для тех, кто не шарит, руки тут не нужны вообще. Да, это был скриптовый элемент, но это никак не влияет на его подлинность. Вот просто представьте, что игра проходится роботизированно, то есть, в принципе, люди вообще не нужны. Тут полностью все прописано скриптами. Так мало того, оно все не проходится, потому что у них какие-то проблемы, видимо, с пониманием механики игры. И они просто это монтируют при помощи внедренных читов программ, которые позволяют менять положение, скорость и все остальное. Просто пролететь с ноклюпом весь ран, это практически то же самое, даже может быть и менее грязно, потому что это хотя бы команда из игры. Факт 5. Ложное здоровье видео. Например, здесь был 1 хп. На самом деле в демках оно было другое. Но я это показывал на стриме. Из-за этого я сделал ряд ошибок в подсчете урона лет 5 назад. Но все равно был ролик неточный. В других элементах ХП не соответствует картинке. Причиной может быть, опять же, изменение скорости игры или скорости демки в монтаже, что тоже является читом, поскольку вы видите не действительную скорость. А теперь представьте, что есть команда, позволяющая просто менять значение ХП. Теперь ложный ХП выглядит не так безобидно. Что касательно этого момента с 0 хп, я думаю, здесь была заменена делька игры. Просто с другой игры кто-то записывал эту демку. Зачем, не знаю. Ну что ж, давайте накинем еще пару плачевных фактов, бонусов, которые подойдут к любому рану этой организации. Как при смене игрока и явном правильном моменте скорость остается высокой. Она просто задается с нуля при помощи консоли. Это видно во многих моментах. Не доведен профессор до нужной зоны. Музыка из игры не соответствует музыке в игре, загружаемым посредством музыкальных триггеров. В общем, можно бесконечно искать и находить много чего, но больше всего возмущает пиар малограмотными людьми с опытом пару лет, которые ничего нигде не добились, не выиграли ни одного турнира, пусть даже по распрыгу. И выдавание этого ролика за чистый или за тот попадающий в какую-то категорию, особенно на русскоговорящем ютубе. Больше всего с этого ролика решил поживиться проект Source Runs, который имеет такое же отношение к ролику, как и я. Никакого. Поскольку они не создатели проекта. У них есть небольшое комьюнити, которое они выдают за Hell Community, которое ничего общего с Hell Community не имеет. Стримеры, ютуберы. Само Hell Community уже давно умерло. Во-первых, сайты недоступны в ряде стран СНГ. Во-вторых, игрокам уже по 50 лет, они уже просто не играют. Сайты мертвые, как я сказал. В общем, целью этих слабых игроков является привлечение внимания к себе и к своим модам. Ведь такие слабые игроки просто не нужны были в ролике 2041. Вот подумайте, Квадразит мог и сам пройти все на Тасе игру за 20 минут. Он бы прошел гораздо быстрее любой элемент, чем какой-нибудь Ялтер-Хуялтер, смонтировав и выдав это за рекорд. Хоть и сам Квадразит игрок ниже среднего, всего лишь Таз-дрочер, он даже по распрыгу мне проигрывает, а я далеко не топ. Иными словами, они просто привлекают внимание к важности своими персонами, для пиара своих лжерекордов и читерского ПО. Подчеркиваю, это самое главное. Многие представители олдскульного ProHL комьюнити солидарны со мной. Например, половина игроков из клана ГТ. Это топовая команда, одна из чемпионов мира команда
по Half-Life профессиональному. И уже есть ряд рекордов с использованием тех же самых созданных триггеров смены уровней, где их нету в оригинальной версии игры. Также небрежное отношение в создании очередных псевдоранах, в которых просто элементарно отсутствует доказательная база. То есть вы можете зайти и не увидеть всех демок, всех сейвов. В каждом последующем ролике просто бардак, нехватка файлов, что ставит огромный знак вопроса. Но представьте, как если спортсмен бежит 400 метров, и тут просто камера выключается, и мы видим уже фото-финиш. Этот ролик неоспоримый и не требует комментариев. Тем не менее, задавайте свои вопросы касательно истории Half-Life, истории АГ, истории спидранов, чего угодно. Я знаю все про всех, про каждого. Все, всем спасибо.